Оказалось, что за неделю можно в принципе подменить жизнь. Если моей дочери подменяют ближайшие не знаю сколько лет ее жизни, меня это как расценивать? Мне кажется, они живут в каком-то своем представлении о том, что правильно и что чувствуют. И абсолютная уверенность в своей избранности, непогрешимости, силе. Сложного человека больше не существует. Нет, он существует, только он в меньшинстве, и у него клеймо на лбу. Враг народа. Какая-то хтонь поперла из подземелья, а ты стоишь и думаешь: Господи, у меня так мало сил, и мне так много лет. Все говорят, не сталинские же времена, они расстреляют. Ну, могут куда-нибудь в тюрьму посадить, например. Не бояться сложно. Вам страшно? Мне страшно очень. Толкователи нам сбивают ориентиры. И для многих хорошо и плохо меняется местами. А закончится один сценарий страшнее другого. Даже боюсь предполагать. Я же говорю, жизнь подменили. Ага. Пашка Лобков вчера написал: я опять безработный. Ну да. И сейчас все стали как-то, старые связи стали всплывать, люди пишут, там привет какой-то там передают. Вон, я тут видела сейчас с Кирюшкой Набутовым в Питере, он тоже пишет. Готовы? Готовы? Давайте садиться. О, Кота, ты занял мое место. Да-да-да, убирайся. Столько слез, мне кажется, вообще давно уже не было. Ага, это правда. И уже никто не помнит про ковид. Да, вот как-то отменили нам ковид просто в одночасье. Я же говорю, оказалось, отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства, или никакие. Как вы себя чувствуете? Что вы сейчас чувствуете? Плохо я себя чувствую. Что за вопрос? Зачем эти вопросы задавать? Хреново я себя чувствую. Вы вообще хотя бы одну секунду предполагали такое развитие Нет, событий? Совсем не предполагала. Просто совсем не предполагала. Это был шок. Я была в Петербурге как раз на дне рождения у хорошего товарища давнего. Мы отметили, по счастью, этот день рождения. Он был 22-го. 23-й выходной я тоже оставалась в Питере, а 24-го утром проснулась. Мне надо было вскоре на поезд. Но проснулась от звонка дружеского. И мне сказали, что началась... И это полностью изменило все. Все планы, которые я утром там в голове выстраивала, на день, на неделю, на весну. Ну, все поменяло абсолютно. И оказалось, что за неделю можно в принципе подменить жизнь. Она теперь подмененная, она теперь не та, которой там я жила еще недавно. И дело не в том, что Валентина Ивановна называет, что против выступают те, которые там не хотят своими удобствами и чем-то еще там поступиться. Во-первых, кто бы говорил, от кого бы слушать про эти удобства и прочее жизни. А во-вторых, извините, а что значит удобство? Если моей дочери подменяют ближайшие не знаю сколько лет ее жизни, меня это как расценивать? Если у меня меняется все в моей жизни, если в стране, которая и так была не сильно дружественной друг к другу и не сильно эмпатичной, да, устраивают просто раскол по принципу отношения к происходящему, это как? Наверное, и вы тоже с этим сталкивались, что уже со многими хорошими знакомыми разругался или не можешь выяснить отношения никак. Такое напряжение нервное в стране, я даже не помню, когда такое бывало. Ну, во всяком случае, очень давно. Да. А социологические опросы, которые, по крайней мере, публикуются, рассказывают нам о том, что... Ну, мы можем сейчас про цифры спорить, да, но тем не менее, что вроде как большинство людей поддерживает. Да. Вы верите этому? К сожалению, да. Да? А как так получилось? Такая куча всяких разных неприятных мыслей по этому поводу. Понимаете, мы все равно в каком-то своем пузыре, да, живем. Если нам кажется, что вокруг люди против, то у нас ощущение, что это большинство. Это совсем не так.
Большинство людей, они по-другому устроены. Если 8 лет действительно изо дня в день, если вы обратили внимание, ровно после 2014 года появилось огромное количество программ на том же телевидении, которые нон-стоп идут с утра до вечера и рассказывают одну единственную мысль и в одних и тех же терминах. Наверное, это как-то производит впечатление, что бы мы там не говорили. Поэтому, а когда начинаются вот такие серьезные, изломные, казалось бы, очевидные события, нам кажется, что очевидные, то оказывается, что все... Знаете, в аргументации есть такое понятие, как производит впечатление только те аргументы, которые отвечают твоим внутренним установкам или твоему представлению о справедливости. Если они не отвечают, они отвергаются. И только очень сильный и самостоятельный человек может позволить себе усомниться в своих собственных установках. А большинство людей этим трудом не занимаются. Поэтому они принимают абсолютно так, как им это удобно. Иначе оказывается, что они не понимают, неправы и заблуждаются. Так вот, большинство нашего народонаселения за эти 8 лет живет с определенными установками. И тут ничего уже не поделать. Но ведь тут все люди, все вообще, вот тут это такой объединяющий фактор. Мы все выросли в парадигме, лишь бы не было войны. Да, мы там сакрализованы День Победы в России, но это понятно, все по-разному к нему относятся, но это абсолютное табу война. Да, так потому и запрещено называть войну войной. Это же не случайно, у нас еще лингвистическая идет схватка, потому что слова, они важны. Это очень важно. Потому что если мы все росли на том, что война – это плохо, и война – это не тоже плохо, это ужасно, то сегодня нельзя называть войной то, что происходит. Именно поэтому такая битва за то, чтобы не называли войну войной. У меня, знаете, совершенно нет никакого желания сегодня, например, обращаться там к коллегам, телевизионщикам, уходите, не позорьтесь там и так далее. Мало того, я уже и в том возрасте, и в том опыте, который показывает, что, в общем, особенно в нашей профессии, ситуация довольно циничная. И люди как раз больше всего думают о том, чтобы там сохранить работу, даже если они не верят в то, что говорят, да, сохранить свои эфирные позиции, известность и прочее, прочее. И я совершенно не собираюсь обращаться там ни к кому и удивляться ни на кого. Вообще. То есть вас не удивляет ни разу. Ну что мне там, Мацкевича к совести призывать? Или Соловьева? Ну смешно, это же. А давайте на секундочку аппендицит маленький сделаем. Вы верите в то, что они верят, в то, что говорят? Или... Кто-то да, кто-то нет. Тут тоже очень разная картинка. Но мне кажется, чем там образованнее и старше, и умнее человек, тем скорее он циничен, нежели идиот. Правильно? Значит, но у меня вопросы к людям, которых я тоже прекрасно знала. И мне казалось, что они не только там умны, профессиональны, образованные, люди мира, если на то пошло, да, которые давно расширили свои горизонты и все прекрасно понимают. Например, к тому же Добродееву и Эрнсту, которых я тоже прекрасно знала и была с ними очень хорошо знакома и вместе работала. Я не понимаю. Я не требую от них заявлений, но они-то все видят и понимают. У меня вопрос к Шойгу, с которым я дружила на рубеже 90-х и нулевых. Я, конечно, сейчас понимаю всю наивность слова «дружила» по отношению к этим людям. Тут, наверное, так называемых друзей отстреливают, как эти стартовые у ракеты... Ракетоносители, да. И по мере продвижения вверх это все становится по-другому. Но ведь мы же разговаривали. Мы же в одну сторону смотрели. Мы о стране говорили. Это было, когда он был еще министром МЧС. Который он создавал службу. Мы же говорили про то, как они родину спасают, что такое патриотизм. Разговоры были правильные, Кать. Мы же дружили реально с ним, с его окружением. У нас компания общая была. На каком этапе это расчеловечивание произошло? Когда? Для меня это вот шок и потрясение. Я этого не понимаю. В какой момент это расчеловечивание произошло? Что это за человек сейчас сидит и говорит, что мы пойдем до конца, до тех целей, которые поставили? Нам бы еще про эти цели объяснили. Это что за цели? Почему мы всей страной не знаем, какие конечные цели они ставят? А почему призывников туда посылают? Ну, есть же контрактники, есть Росгвардия. Ну, воюйте, если уж вам так приперло. Хотя, конечно, я абсолютно не за это. Ну, призывников зачем?
Почему вот этих молодых парней, которых теперь, не знаю, там матери разыскивают во всех углах, как их тела вывести? Что за несчастье? Вообще вопросов, конечно, до черта. Но главный вопрос, что с этими людьми? Я просто вспомнила, потому что вчера мы с Тонькой сели на диван и решили полистать наши фотографии. У меня, потому что есть еще альбомы, до недавнего времени я делала с бумажными фотографиями. И мы решили полистать, посмотреть наши поездки за границу. Вспоминать, где мы были. И вот листаем, а потом я беру один альбом, а там старые фотографии, то есть конца 90-х. Тоньки там нету еще, разумеется. Но там есть, как вот мы как раз общались, там Шойгу, там, значит, Жванецкий в этой компании, там Людмила Гурченко как-то бывала, там замы его, эти всякие герои России, которые МЧСники. Дивные такие фотографии. Мы там молодые, улыбаемся, смеемся, песни под гитару поем. Я же помню все это. Мы реально дружили. И он был хороший мужик. Да. Он был хороший мужик. Понимаете? И вот сейчас смотрю на экран, упираюсь взглядом. Сидит что-то глыбообразное и говорит что-то нечеловеческое, когда это произошло. А причем, как бы он ничего вам лично не сделал, но кажется, что как будто бы это предательство, да? Не то, что предательство, Кать. Такое какое-то разочарование очень серьезное и человеческое. Потому что меня ведь не расстраивают, например, те тролли, которые там пишут гадости, там, да, вот какие-то мои реплики, или мне что-то говорят там при встрече. Расстраивают, когда это люди, на которых ты по-человечески надеешься. Я разочаровалась очень, это очень серьезно. С Эрнстом Добродеевым как раз меньше расстройства. Мне просто казалось, что люди этого уровня ума, там, образованности, ну реально, таланта, они как-то на старости лет могут немножко чем-то уже пожертвовать. Главное, ужасно то, что вот мы все были свидетелями этого позора с Советом Безопасности, который, наверное, войдет просто в какую-то копилку наравне с тем, что, не знаю, там мы, помните, ГКЧП смотрели, как там руки тряслись, а здесь вот эти трясущиеся марионеточные наши правители, которые выходят одобрям сделать. Нет, трясущиеся очень богатые, влиятельные и серьезные люди. Ни один не усомнился и не сказал, что это не надо делать. Ни один. А вы многих из них тоже знаете лично? Да, я многих их знаю лично. Это страх или это вера? Наверное, страх. Уже страшно. Все говорят, не сталинские же времена, они расстреляют. Ну, могут куда-нибудь в тюрьму посадить, например. На каждого же какая-нибудь папка есть. Они же все не безупречны. А если даже безупречны, все равно что-нибудь есть. Можно на них накропать. И куда-нибудь укатать. Поэтому мы не надо думать, что мы очень медленно приближаемся к определенной ситуации. Мы стремительно к ней приближаемся. Большими прыжками. Вы пытались подумать о том, в какой момент вот всей этой истории, новейшей истории России, мы все время, да, идем по развилкам, в какой момент была пройдена такая какая-то фатальная развилка, что вот все пошло по сегодняшнему сценарию? Когда наш расплавленный металл опять стал собираться в автомат Калашникова, ну, не знаю, наверное, это как раз нулевые, а развилка связана с преемником, наверное. Ну, кто ж тогда это мог уж так окончательно просчитать? Ну, наверное. Ну, понимаете, я могу сказать, что, да, там, в 2001 году, когда там разгромили НТВ, уже кое-чего стало понятно, потому что это было начало совершенное переформатирования средств массовой информации, да. Но, во всяком случае, тренд пошел, да, еще не окончательно все произошло, но тренд пошел, много стало ясно. Но это будет такая некая личная история, личная травма родовая, поэтому, может быть, это мне что-то было ясно. Да. Но мне кажется, что тот Путин, с которым вы встречались в 2001 году, это совсем не тот Путин, который сейчас, спустя 21 год, вот выступает перед Совбезом и отдает приказы. Так да не так. Про него тогда тоже очень многое было уже ясно. Да? Конечно. Конечно, абсолютно. Это как раз был человек, которого было не переубедить в чем-то. Очень безжалостный человек.
очень определенно заточенные и настроенные. Свои, чужие, враги, предатели, тоже все было в ходу. Ну, а сейчас к этому прибавилось еще 20 лет правления. И абсолютная уверенность в своей избранности, непогрешимости, силе, славе и любви народной. Тогда еще этого не было. И любви народной? Да, тогда-то не было. В 2001 году это была еще такая размытая ситуация. Нас только приучали его любить. Ну, а сейчас очень многие любят. Вы лично сталкиваетесь с людьми, которые прям любят? Да. Да. Это не иллюзия? Есть опасения, что, скажем, диванная война, которая происходит между гражданами России разных взглядов, может перерасти в реальную? Не хочу говорить про это. Просто такое количество ненависти, которое разлито даже внутри страны, мне кажется, такого никогда не было. Ну, наверное, те, кто там, не знаю, пережил какие-нибудь более ранние этапы, скажут, что такое бывало, и гражданские войны, к сожалению, случались. Мне кажется, что уже никто не пережил из живых. Ну да, уже, что называется, те поколения ушли. Вполне возможно, у каждого времени что-нибудь свое. Я не хочу про это думать, но я совершенно с вами согласна, что одно из страшнейших последствий этого процесса, который мы переживаем, это дикое размежевание и огромное количество ненависти, которое развито в стране, да. Это правда. И это может рвануть. Может, не знаю, может. Это спровоцировано или это само собой так получилось? 8 лет разговора на языке вражды. Да даже больше, слушайте. Больше? Какое? Конечно, не 8. Разумеется. Мне кажется, что слово «либераст» и все эти Да, и либерасты, и постоянный выбор врагов. То у нас грузины, то у них собаки лают, то руины говорят. Поэтому это все так долго длится, что мы все время ищем каких-то врагов. И все время мы самые хорошие. Еду тут в такси из аэропорта. Я незадолго до всех событий летала делать прививку европейскую. В надежде, что пригодится это. Возвращаюсь. И таксист везет и говорит: а как там к нам относятся? Тоже не любят русских? Славянский был водитель. Я говорю: почему не любят русских? Нормально относятся, никаких таких проблем нет. Не скажите, нас ведь везде не любят. Я говорю: где вы бывали-то? Нигде он не бывал, но нас везде не любят. Я говорю: слушайте, если не любят, может быть, в чем-то сами виноваты. Говорю тогда я мирно. Он говорит: нет, у нас все люди хорошие, а там нас просто не любят. Какая простая схема, правда? Это же пропаганда? Да. По-журналистски, как вы предполагаете, во-первых, сколько это продлится, во-вторых, чем кончится? Вообще нет никаких у меня здесь предположений. Продлится это может долго, неопределенно долго. А закончится один сценарий страшнее другого. Даже боюсь предполагать. Я же говорю, жизнь подменили. Чем все это закончится, я не знаю. Планов строить никаких нельзя. Ваша профессиональная история, это история абсолютных потерь. То есть на вас закрывали НТВ, на вас закрывали ТВ-6, и сейчас «Эхо Москвы», где вы работаете в день закрытия, фактически вели эфир. Для приемников, да, последний эфир был. Потом еще можно было отловить в интернете, в Ютубе, но основная эфирная ситуация закончилась ровно после нашего с Юрой эфира. Как вы воспринимаете эту историю поражения? То есть это получается, что вы боролись, но не выиграли, мы боролись, но не выиграли, или что мы что-то не так делали? Сейчас мы уйдем в дебри, в чем мы сами виноваты и так далее. Мне кажется, что важный вопрос. Будем себя терзать. Вы терзаете себя? Так скажем, я запрещаю себе это делать, потому что это очень разрушительно. А мне кажется, что еще нужны силы. Знаете, я тут совершенно дурацкий пример, наверное, пришел в голову. Есть такая серия фильмов «Властелин колец», наверное, многие видели. Книгу, естественно, там кто-то читал. И там есть сцена, когда в пещерах Мории главные герои идут, и их настигает подземное чудовище, с которым никто не может справиться, уж забыла, как там его называли. И Гэндальф, единственный волшебник, встает на мосту и говорит: ты не пройдешь. А потом сам себе говорит: Господи, не Господи, конечно. Он говорит: как жалко, что у меня так мало сил.
сам себе говорит. Но отступать не может, потому что сзади те, у кого этих сил совсем нет. И он остается и гибнет на этом мосту. А вот сейчас такое странное ощущение, как, наверное, у того Гэндальфа. Какая-то хтонь поперла из подземелья. А ты стоишь и думаешь: Господи, у меня так мало сил, и мне так много лет. Если еще при этом терзать себя мыслями о том, как я виноват, что я не так сделал, что сегодня абсолютно уже ничего не значит, мы ничего уже не можем изменить в этой прошлой жизни, то, наверное, совсем гроб, могила, 3 креста. Как вы думаете, если гипотетически предположить возможность суда над разнообразными преступлениями, люди, которые строили телевидение последних десятилетий, они подлежат этому суду? Ну, наверное, да, хотя скажут, что выполняли приказы. Известная схема. Еженедельные летучки в Кремле, скажут, велено было, выполняли приказ. Хотя, мне кажется, большая ответственность лишь. Ну, погодите, когда мы говорим, что все-таки не сталинские времена, чем максимально они рисковали? Потеря денег? Ну, удобств, славы, интересного дела, между прочим, даже не в деньгах дело, а дело, которым хочется заниматься. Кто же хочет волчий билет получить? Тут много всего, а как же? Да? Конечно. Кажется, вот мы сделали это, но зато смотрите, сколько прекрасных проектов мы запустили по телеку. Как вы любовались, отдыхали, включая телевизор и глядя эти программы, эти шоу, эти песни, эти пляски, эти фильмы и так далее, и так далее. Разве это неплохо? Да. Да нет, каждый найдет, чем оправдаться. А мне, кстати, кажется, этот момент лояльности, купленный, он касается не только телевизионных деятелей, но и очень многих других людей, которые делали очень хорошие дела. То есть, допустим, покупалась лояльность людей, которые руководят НКО, но не в обмен на дачи, деньги и так далее. А в обмен на то, что помогали именно этому фонду и программе. Да. Я к этому отношусь нормально, абсолютно. И всегда говорила о том, что мне кажется, что если ради этого дела, то можно потерпеть чье-то неприятие. Ну, не кажется ли... Я просто сейчас об этом очень много думаю, что это как раз и были вот эти ступенечки. Ой, Кать, так трудно представить себе, что все категоричны, все понимают все дальнейшие последствия и просто стоят насмерть и говорят, не поцелуя без любви, просто же это очень сложно себе представить. Очень сложно. Мы сегодня можем задним числом быть такими несгибаемыми. Даже без заднего числа, мне кажется, что сейчас-то время компромиссов кончилось. Сейчас, да, сейчас согласна. Сейчас время компромиссов кончилось, это конечно. То есть вообще? Да, думаю, да. Думаю, да. Вы верите в то, что кто-то из тех, кто принимает какие-то высокие решения, сейчас выйдет и сможет открыть рот и сказать... Нет. Анисимов уже сказал, глава нашей климатической комиссии на ООН. Ну да, было. Но он все-таки не из самых этих топовых. Все равно человека в ООН отправили. Молодец. Молодец. Если будет таких больше, будет здорово. Я тут почитала письмо части наших священников, которые в личном качестве выступили против. Конечно, трудно ожидать, что наш патриарх выступит в этом качестве или что-то на телеканале «Спас» будет по этому поводу. Специально поинтересовалась, полистала. Нет. Но отдельное письмо было, и это как-то примиряет меня с нашими пастырями, потому что мне кажется, что это самое время выступить и сказать о том, что хорошо, а что плохо. Они-то должны в этих вехах разбираться, правда? А люди, то есть мы видим же много таких профессиональных писем, которые, во-первых, удивительны тем, что у нас есть хоть какие-то профессиональные сообщества, да. А во-вторых, что люди... Все равно это большое на сегодняшний день мужество написать письмо академиков, да. Учителей, врачей, артистов, киношников. Кстати, видели выпуск Долина по поводу, где просто молодцы, потрясающе сказали. На это же все очень можно простой довод выдать, это они ради своих благ, удобств и связей. Так, как нам Володин и Матвиенко и растолковали. Кстати, обратите внимание, когда наступает время такой неприкрытой пропаганды, особенно пропаганды военного времени, и все становится очень плакатно и очень просто. Просто для восприятия огромного количества населения, которое, в принципе, ни к каким сложным размышлениям давно не приучено. Поэтому нам двигают очень простые такие
тезисы в голову вкладываются, постоянным повтором, ежедневным. Ну, например, вот как вы полагаете, какой был опорный тезис у президента, когда он выступал, заявляя о том, что мы вынуждены начать вот всю эту... Там был опорный тезис, что враг у ворот, да? Что мы защищаем интересы Родины, что если мы не выступим первыми, то мы погибнем. Ну, такая простая тема. Потом Володин это повторил. Да, потом Володин повторял ровно эту мысль. Что нужно сделать, какую мысль вложить, когда говорится о несогласных? Это их выгода. Они предатели Родины, и они враги народа. Вот по нарастающей. Сначала просто выгода, потом они предатели, потом они враги. Все очень просто. Все просто делается некое лекало, по нему разворачивается мысль. Вот и все. Да? Что ты этому противопоставишь? Какие-то сложные позиции? Нет, Родину любить – это не только выступать за все, что предлагает власть. Это сложные категории. Что такое Родину любить? А тут тебе говорят, Родину любишь, одобряешь это. Хочешь защититься? Руби этих. Все просто. Ну, то есть сложного человека больше не существует? Нет, он существует, только он в меньшинстве, и он отодвинут на периферию, и у него клеймо на лбу. Враг народа. Сложные люди, они теперь с клеймом. Отношения между... Я сейчас не говорю про Россию и Украину, отношения между Россией и Украиной, а вот отношения между русскими и украинцами, они вообще при нашей жизни могут быть восстановлены? Думаю, нет. При нашей жизни, думаю, нет. Я даже, к сожалению, думаю, что и при жизни наших детей уже это может не произойти. Это очень надолгая история. Страшно надолго. Да? Как могут... Как мы можем попробовать дать понять, что мы эту не поддерживали, и мы вообще в ней не участвуем? Как кому-то объяснить это? Никак. Никак. Есть... Но это уже не так важно. Нам нужно что-то себе объяснить. Угу. Это важнее. Потому что, судя по всему, с окружающим миром нам в ближайшее время, лично нам, как физическим лицам, не очень предстоит общаться. Во всяком случае, мне точно. Я не знаю, когда это случится. Я не скажу, что меня это не волнует. Мне, конечно, это неприятно, потому что страшно неприятно, катастрофично, потому что я привыкла к другой истории. Я перестроечник. И когда произошла перестройка, и мы стали общаться с этим внешним миром, это как раз была совсем другая ситуация. Мне как раз казалось, что все хорошо относятся. Но дело уже даже не в этом, абсолютно не в этом. Дело в самоощущении, в самостоянии. И в том, чтобы не потерять вот эти ориентиры, чтобы не потерять ощущение, что хорошо, что плохо. Что хорошо, что плохо. Потому что, к сожалению, очень многих сегодня сбиты сами эти понятия, что есть хорошо, что плохо. Я тут недавно читала интервью хорошее в «Новой газете» Андрея Кураева. Как раз рассуждение по поводу добра и зла и так далее. И он очень правильную вещь сказал. Он сказал, что даже священный текст, священное писание очень зависит от толкователей, от интерпретаторов. Говорит, даже возлюби ближнего своего можно сделать так, что это станет агрессивной формулой. Кто ближний, почему ближний, а что делать с тем, кто не ближний и так далее. Поэтому вот сейчас вот это вот паршивое, мерзкое время, когда толкователи нам сбивают ориентиры, и для многих хорошо и плохо меняется местами. Вот это страшно. В себе главное это не потерять. Вы меня простите, что я задаю очень базовые вопросы. Я задаю вопросы, которые есть у каждого человека. И не то, чтобы это, знаете, были такие какие-то витиеватые. А вот вы говорите, да, что хорошо, что плохо. Как вообще человек может определить сейчас, что хорошо, что плохо, и придерживаться этого, и не бояться? Все мы ищем ответ на эти вопросы. Не бояться сложно. Вам страшно? Мне страшно очень. Мне очень страшно. А как же? Я боюсь, потому что нам все кажется, что это дно, но это еще далеко не дно. Мы можем еще его пробить, как вы понимаете. Может быть, все что угодно. Даже не хочу говорить, чтобы не притягивать пространство. Но страшно очень. Но все мы шарахаемся, ищем какой-то поддержки. Вы знаете, я поймала себя на том, что я не одна такая. Я сейчас очень ищу общество знакомых и друзей, тех людей, с которыми я вот в таких-то нормальных, понимающих отношениях. Я хожу в гости, ко мне ходят в гости.
А вчера вот была в компании друзей, даже не друзей, просто хороших знакомых, и под конец просто кто-то предложил: давайте обнимемся. Мы просто стали обниматься друг другу, потому что мы, как дети, сейчас нуждаемся в какой-то прям вот физической поддержке. Один из способов, да? А как отличить добро от зла? Вот у того же Кураева, знаете, такое есть... Он говорит, есть очень простая формула. Вот все, о чем ты хочешь и что считаешь правильным, попробуй представить, что это стало общим законом и применяется и к тебе тоже, на всех этапах и в любом случае. И подумай, это хорошо будет или нехорошо. Понимаете, да? То есть вот представьте себе, что все ваши вот эти вот это правильно, это мы делаем хорошо. Вот представьте, что это и против вас. И многое встанет на свои места. Но для этого честность нужна и некоторое воображение. Помимо честности и воображения нужно еще умение разбираться в информации, которая поступает. Да. Что вы читаете, как вы отделяете правду от лжи, потому что огромное количество фейков с обеих сторон, и в этом потоке человеку несведущему очень тяжело. Ну, знаете, это у меня, как и у вас, уже есть некоторая какая-то привычка. И, так скажем, мы, наверное, кожей чувствуем ситуации, когда стоит или не стоит доверять. Не абсолютно, но все же. Ну, конечно, площадка сужается. До недавнего я вот тоже на Эхе работала. И, значит, теперь этой площадки нет. Я «Медузу» по-прежнему продолжаю читать. Я Пивоварова редакцию, соответственно, смотрю и читаю. Ну, отдельные блоги отдельных людей, соответственно. Как раз меньше смотрю, например, прям вот совсем какие-нибудь украинские средства массовой информации, что-то. Мне хочется что-то на границе читать. Но, кстати говоря, иногда включаю просто не из садомазохизма, а из интереса, как работает пропагандистская машина, чисто даже профессионально. Включаю там первый, второй канал или там НТВ, смотрю, как они работают, убеждаюсь, что, в общем, ничего не изменилось, все только стало грубее и проще, и выключаю. Но так «Новая газета», разумеется, пока еще работает, и у них сейчас новости идут сплошняком. Так что вот... То есть вы не по телеграм-каналам складываете свою картинку? Ну, телеграм-канал тоже что-то дает, конечно. Какие? же. Нет, я в основном просто с друзьями в переписке здесь. Я думала, именно каналы. Нет, не канал. Значит, вот телевизионная картинка времен Первой и Второй чеченской кампании, которая вам понятна, да, и телевизионная картинка сейчас. В чем отличие? Государство отстроилось и поднаторело. Во время Первой чеченской войны ведь практически информационная война как раз проиграна была. Потому что, что называется, государство еще не отстроилось в смысле того, как вести пропаганду своих действий. И поэтому там еще, возможно, было многое. Да, у меня меняли начальников как раз телевизионных в это время, но, что называется, свой пацифистский настрой я умудрялась проводить. Сейчас этого, в принципе, невозможно вообще. Никакого сочувствия к тому же мирному населению, а у меня в основном на это мой пафос был направлен. К мирному населению, которое страдало, Вы знаете, что самое интересное? Что вот столько лет прошло с Первой чеченской войны, а до сих пор, если я встречаю кого-то из чеченцев, простых чеченцев, которые помнят эти события, они и меня помнят в этой связи. Про то, что я к ним относилась с сочувствием. Это так странно. Представляете, сколько память живет сквозь года и сквозь многие перемены. Так вот, тогда это было возможно. Тогда это было возможно. Сейчас нет. Нет, сейчас это, в принципе, невозможно. Слушайте, если у нас сейчас детей за табличку «Я против» винтят и везут в отделение полиции, то о чем мы говорим? Интересно, а если встать табличкой «Я за», тогда это как? Будет поощряться? По поводу митингов очень много воззваний, мольб с украинской стороны. Выйдите на улицы, да? На улицы выходят люди, тысячи уже задержанных и арестованных, но все равно это не супермасса. Ну да, весь центр заставлен автозаками и полицейскими машинами. Да, чтобы как-то быть услышанным, надо, чтобы 1 миллион вышел на улицу. Но это сложно себе представить. То есть вы не можете себе представить ситуацию 91-го года? К сожалению, не могу сейчас. И должна вам сказать, что в 91-м государственная машина не была в той стадии жестокости и организованности, как она сейчас. Тогда не было такой машины подавления. Ну, не было реально.
Тогда не было. Тогда можно было выйти. А сейчас же за все. Он одиночный пикет ребенка винтит. Поэтому, конечно, многие боятся, это очень понятно. Я не верю, что миллион выйдет. И даже не верю, что миллион подействует на них. У меня ощущение, что очень порушены вот эти связи вертикальные. Как это часто бывает в отсутствии демократии. Когда слышимости нету между слоями вот этими, снизу, сверху, где-то в середине. Нарушена очень слышимость. Мне кажется, они живут в каком-то своем представлении о том, что правильно и что чувствуют. Поэтому даже если миллион выйдет, скажут, ну, это какой процент там от населения? Это вот эти вот враги народа. Иностранные агенты и вообще кто вас подбил. Почему-то там отказывают даже в том, что мы сами можем что-то чувствовать, понимать и на что-то реагировать. Нас обязательно кто-то подбил. Люди, которые молчат, мы их знаем, которые не участвуют в пропаганде, но которые молчат, боясь потерять работу, зарплату или еще что-то. Как вы к ним относитесь? Да, нормально отношусь. Понимаете? Ситуативно, конечно. Люди все разные, слушайте. Почему надо от каждого геройства требовать? Просто вот опять же, надо просто понять. У меня вот недавно как раз студентка одна спрашивала. Она говорит, ну от нас же ничего не зависит. Что от нас зависит? Ну вот что вот отвечать? Я говорю, ну вот, конечно, от нас ни черта не зависит. И агитировать здесь вообще никого нельзя, ни на что абсолютно. Реально, что от нас. Мне вот здесь как Гэндальфу просто жалко, что много лет, мало сил, да, что против этой хтони я уже тоже не боец. И что от меня реально сейчас мало чего зависит. Реально мало. Ужасно неприятно. Но, наверное, все равно когда-то надо на этот мост вставать, даже если от тебя ничего не зависит. Но это личный выбор каждого. Никому ничего не посоветую. Вчера слушала, в машине ехала, я купила книжку Акунина, простую очень книжку, совсем простую, «Седмица трехглазого». Не читали, нет? Нет. Такая вот совсем почти детская. Ну, слушаю, замечательно. Да, что еще слушать? Радио отключили. Я, значит, еду не Вести же FM слушать. В общем, слушаю книжку. А там в финале вот этот вот человек, Маркел, главный герой, он достиг многого из простых совсем людей. Он благодаря уму, там, службе государева. Это времена Алексея Михайловича Тишайшего, 17 век. И он доходит до верхов. И в какой-то момент пытается пресечь фальшивомонетчиков, которые печатают медные деньги и этим устраивают довольно тяжелую ситуацию в стране. И, оказывается, выходит на самый верх, там, на родственника царя. И тут он предлагает, либо ты со мной, либо... И тут Маркел этот думает, а ему уже лет немало, там около 60, да, как раз. И он думает, я-то думал, зачем Бог меня оставил одного, что жена умерла, значит, вот недавно. И зачем сын так далеко от меня, в Сибири где-то. Все правильно. Он для того, чтобы мне легче было принять решение. Что я не боюсь за своих родственников. Что я не боюсь, что жена останется ни кола, ни двора, никому не нужная. Что сына они как-то выпрягут. Я совершенно самостоятелен. Подумал и принял решение за себя. Ну, это привилегия. Да. Вот эта свобода, вот это очень правильно, да, описано, потому что свобода – это когда еще и ты свободен от ответственности за тех, кто от тебя зависит. А если зависит, то уже тут сложно. В какой-то момент, что называется, возраст твой и твоя самостоятельность должны превалировать над всем остальным. Что ты уже должен все-таки принимать решения, которые, как говорится, умирать же придется. Угу. Умирать же придется. И это для меня, для Добродеева, моего ровесника, для там, Эрнста, это уже не совсем абстрактная история. Уже в конце концов мы все прожили довольно большую жизнь. Как-то немножечко же надо по душе подумать. Чем вы будете заниматься?
Пока есть возможность, работаю. Ну, у меня преподавательская деятельность. Я этим буду заниматься. Эхо, соответственно, мимо. Ну, а дальше что, я не знаю. И вы не собираетесь уезжать? Нет. Ну, нет. Это потому, что вы такая оптимистка? Или вы так родину любите? Что в чем? Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Вот уж прям в точку абсолютно. Нет, не то, нет. Я не очень себе представляю. Во-первых, мне много лет, Катя. Мне много лет, я не очень себе представляю. У меня нет никаких других гражданств, паспортов, то есть совсем. У меня нет ничего в родословной, чтобы можно было зацепиться. И никогда не было таких мыслей. Никогда. И это не что-нибудь, просто так сложилось, что я тут могу сделать. Так сложилось. Поэтому я даже не размышляю на эту тему, поскольку зачем это рассуждать? Ну нет. А как вы будете жить? Не знаю, представления нет. Так интересно, весна такая началась. Весна началась. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пойдем домой. Просто кажется, что от рождения до смерти, да, жизнь человека должна улучшаться, и мир вокруг него должен улучшаться. То есть, каждый это человек... вечное наше заблуждение, что цивилизация, она движется по какому-то гуманному сценарию. И если у нас сегодня не жгут на кострах ведьм, то это уже такой прогресс. Нет, не так все линейно. И иногда кажется, что мы от средневековой жестокости недалеко ушли. И также плохо просчитываем последствия многих поступков. Особенно это касается тех, кто у власти. Кстати, недавно наверняка тоже смотрели фильм этот «Don't Look Up», да? Угу. И такая сатира, такое преувеличение, да? Вот летит метеорит, вот-вот будет конец света, а все заняты какими-то своими сиюминутными выгодами, политическими какими-то расчетами и так далее. А ведь все так и есть, так и есть. Метеорит у нас летит, а мы все заняты какими-то расчетами. Тут хотелось бы уже узнать, где метеорит, что он так задерживается? Ну, метеорит может не обязательно прилететь из космоса. У нас свой метеорит. И свой край может быть. Совсем другого свойства. Что обязательно конец времен может наступить только благодаря метеориту? Нет. Можем сами его устроить. Вы много раз, кстати, жалели, что вы не уехали? Никогда не жалела. Я жалею, что Тоньку не смогла куда-нибудь пристроить, а сама нет, не жалела никого. Да где я нужна, что? А вот Антонину, да, жалею. И уже теперь не успеет куда-то ее пристроить. Так рассчитывала, что она поедет куда-нибудь учиться, и там как-то мы придумаем, как она будет дальше существовать. Но сейчас теперь уже. Вот это мне очень жаль. А так нет. Хотя я ненавижу присказку, где родился, там загодился. Ненавижу я ее. Это абсолютно не мое. Я считаю, что человек может жить там, где хочет, и там, где может жить. Да? И это его право, и вообще какая разница. Но сама нет, никогда не было. У очень многих людей это депрессия, какое-то, наверное, слишком легковесное слово, да, если мы говорим о людях, которые погибают и сидят в бомбоубежищах, но все равно очень многих людей это лишает вообще смысла жизни. То есть получается, что вся жизнь была напрасной. Да. Да. И что они должны в этом смысле делать, чтобы себя сохранить? И нужно ли себя сохранять уже? Ну что, всем коллективно повеситься? Не надо такие вещи делать и говорить. Нет. Ну, мне кажется, что здесь, во-первых, надо искать все-таки какой-то... Есть смысл не только в этой деятельности, да, все-таки есть близкие, есть дети, есть родственники, есть масса людей, за которых мы несем ответственность. Есть более слабые по сравнению с нами, которых мы должны поддерживать всячески. Масса вещей есть. Поэтому мне кажется, что задумываться о каких-то сложных вещах, да, но совсем впадать в отчаяние, наверное, это неправильно. Как вы себе отвечаете на этот вопрос, Катя? Как я себе отвечаю на этот вопрос? Вот я к вам приехала. Чтобы я вам ответила, а у меня нету ответов. Мне кажется, что вы умнее. Это иллюзия. Это иллюзия.
Ну, по большому счету, мне кажется, мы друг другу должны как-то отвечать на эти вопросы и пытаться в этом найти ответ. Потому что получается, что опять мы все перекладываем на детей. Сначала на нас перекладывали, до этого на наших родителей перекладывали. И мы все время куда-то перекладываем. Вы-то будете жить уже лучше, вы доживете. Сейчас даже этого сказать им нельзя. Да, я не думаю, что... Сейчас им нельзя этого сказать, что они будут жить лучше. Как нам говорили наши родители. В этом трагедия, конечно. Хотя они вроде бы более образованные, более открытые миру были. Знаете, Кать, вопросы, наверное, надо задавать, надо их как-то продумывать, с друг другом советоваться. Но ответов на них сейчас нету. Если нам удастся прожить какое-то время, и мы не погибнем в самом каком-то худшем варианте развития событий, то, наверное, потом на берегу мы сможем еще раз вернуться к этим вопросам. А сейчас на них нет ответа.